Привет! Сегодня по многочисленным просьбам со всех сторон я расскажу о настройках Echolot Elite FS. Эти настройки также подойдут для HDS Live, TI и даже Carbon. В общем, это будет мой первый видеомануал, поэтому не судите строго. Если я что-то перепутал или пропустил, то поправьте меня в комментариях. Сейчас вовсю идет подготовка к сезону, и Elite FS разлетаются как горячие пирожки. Но один нам удалось достать. Для обзора и урока нам предоставил его сотрудник магазина Александр Ховрина. Он снял с собственной лодки, в общем, выкрутил из консоли. И, кстати, ссылку на магазин Александра Ховрина можно найти в описании. Итак, я заблаговременно сбросил все настройки к заводским и выполняем первое включение. Так, типуньк. Поехало. Echolot включился, и первое, что он нам предлагает, это выбрать язык. Естественно, мы выбираем русский, а у кого русского нету, ну чего тут удивляться, сейчас русофобия со всех сторон, то по пиктограммам, я надеюсь, вы поймете, как его полноценно настроить на другом языке. Итак, выбираем русский. Поехали. Аппарат перегрузился, и перед нами предупреждение о том, что на этот Echolot нельзя полагаться в качестве основного источника навигации. Погода не точна, а автомаршрутизация небезопасна. В общем, нам нужно согласиться с тем, что если что, то ты сам дебил. Привыкайте, в дальнейшем вам придется соглашаться с этим каждый раз при включении аппарата. Выбора у нас нет, соглашаемся. И необходимо отконфигурировать прибор. Нажимаем, выбираем узлы морские мили метров в час Цельсий, озеро. Подледный лов нас не интересует, регулярная рыбалка и, собственно, конец. Далее аппарат будет искать включенные в сеть другие устройства и, не найдя, подключит свои. Пусть поищет. Ну, собственно, ничего не нашел. И вот перед нами карта, которая по умолчанию. Переходим сразу же в основное меню. Нажимаем самую верхнюю кнопку на Echolot, затем значок шестеренки в верхнем левом углу главной страницы и переходим сразу в единицы. Так как я автомобилист, то мне удобнее расстояние мерить в километрах, малое расстояние в метрах, скорость в километрах в час, глубина в метрах, температура в Цельсиях, объем в литрах, барометр давления. Ну, оставим в гигапаскалях, пофиг. Переходим в подпункт «Система». Кликаем по настройке судна. Устанавливаем длину. В моем случае лодка 3,40. Наблюдаем неверность перевода. Это осадка судна. Ну, в моем случае поставим 20 сантиметров. Вес судна пусть будет 200 килограмм, включая пассажиров. Высота судна, ну, вместе с пассажирами, ну, пусть составляет 2 метра. Сохраняем. Размер текста. У кого зрение, как у орла, можно выставить маленький размер шрифта, и тогда шрифт не будет так сильно мешать на экранах Echolot. Но в моем случае нормально. Громкость сигналов. Для дома я делаю тихий, а уже непосредственно на воде громкий. Устанавливаем время и дату. Ставим время приблизительное. Формат даты мне больше подходит 24. День, месяц, год. В дальнейшем время должно автоматически корректироваться при подключении к спутникам. Но мы находимся в квартире, спутников тут нет. Поэтому вот так вот приблизительно. Теперь настроим кнопку быстрого доступа. Видим две закладки с выбором функций и приложений, которые будут запускаться при коротком или длительном нажатии на клавишу быстрого доступа. На короткое нажатие UFS я рекомендую установить максимизацию раздельного окна, что позволит разворачивать выбранное окно на весь экран из несколькооконного режима просмотра. Вот пример. У нас на экране выведены сканер ЧИР, сканер нижнего сканирования и бокового сканирования. Для примера тапаем пальцем по боковому сканированию и делаем короткое нажатие на кнопку быстрого доступа. Окно бокового сканирования разворачивается на весь экран. Удобно? Отлично. То же самое и с другими окнами.
Итак, продолжим настройку. К сожалению, у HDS Live размером 7,9 дюймов у клавиши быстрого доступа программируется только длительное нажатие. Далее датум. Это геодезическая фигня, отсчетный эллипсоид вращения и прочее ругательство. Для России убедитесь, что установлен WGS 84. Ну, в данном случае он идет по умолчанию. Можно установить системы координат, отличающиеся от привычных нам, но мы останемся в стандарте. Магнитное отклонение. Я пока не встречал мест, где не помешает ручная коррекция. Например, над залежами какой-нибудь руды. Но, если что, такая коррекция имеется. В спутниках вы можете посмотреть интенсивность приема спутников. На данный момент количество спутников мало, поскольку мы в помещении под крышей, и, соответственно, этого недостаточно, чтобы достоверно установить координаты. Заходим в расширенные настройки. Проверку уникальности имен пунктов оставляем включенной. Если вы намерены подключать дополнительные устройства, например, радар, то необходимо их включить. У меня нет автопилота, поэтому отключаю. Система просит перезагрузки, соглашаемся и снова соглашаемся. Идем в настройки, расширенные, свойства, и как видим, пропали троллинговые моторы. Go Free. Если для мониторинга или управления вы будете использовать планшет или смартфон, подключая его к эхолоту, то оставляем включенный. Но в подавляющем большинстве случаев, 99,9%, рыбаки не используют данный функционал. Сопряжение с телефоном позволяет подключить телефон по Bluetooth прямо к эхолоту, чтобы можно было читать и отвечать на СМС прямо с экрана эхолота. Также вы не пропустите важный звонок. На экран выведется вся информация о звонке. Очень удобно, особенно когда ваш телефон расположен во влагозащитном боксе, ну или в кармане, что собственно логично. В нашем случае оставляем включенный. Временная зона. Ну, это для морских волков. Вкладка «Интернет». Если вы используете приложение, например, Lawrence App, то очень даже полезно. Но будьте внимательны и случайно не обновите прошивку, так как в этом случае вы можете получить геофенсинг и потерю русского языка. Так, выходим отсюда. Вкладка регистрации. В нашем случае, как всегда, все непросто. Если все же приспичило, сделайте это через сайт. Но вам потребуется VPN на браузер и явно не российские регистрационные данные. Ладно, не будем о грустном. Продолжаем. Вкладка «О приборе» содержит данные о версиях программного обеспечения, а также серийные номера устройства. В некоторых случаях, например, при формировании бесплатных карт CMAP или при регистрации продукта, серийники могут пригодиться. Так, выходим из системы, заходим в свойства. В связи с геополитической ситуацией этот раздел нас мало интересует. Во вкладке «Сервисы», в общем-то, такая же фигня. Вкладка «Навигация». В этой вкладке ничего пока не меняем. Карта. Выбираем тип судна для иконки, которая вместо стрелочки будет отражаться на экране карты, обозначая наше местоположение и направление. В моем случае моторное, так и оставляем. Кольца расстояния очерчивает круговые границы вокруг судна на карте. В некоторых случаях помогает при поиске места и ориентации на точки. Синхронизация 2D и 3D карты. Если я не ошибаюсь, то это вывод на карту диаграммы со структур 3D сканера. Координатные линии. Ну, нам не понадобится. Общий пул информация. Пиздец-переводец. Это всплывающий вывод основной информации. Далее отражение на карте пунктов, маршрутов, путей. Надеюсь, комментарии тут не нужны. Закладка с архивом пунктов. Внутри, в будущем, мы обнаружим всю историю наших маршрутов, путей, ну и так далее. Закладка «Эхолот». Наблюдаем включатель датчика сонара. На моделях с возможностью подключения двух датчиков пункт «Внутренний эхолот» вы увидите дважды. Режим сетевого эхолота необходим в случаях подключения в сеть нескольких головных устройств посредством Ethernet. В нашем случае он не понадобится. Запись эхограммы. К этому пункту мы еще вернемся отдельно. Смещение глубины структуры необходимо для коррекции показаний датчика при значительной осадке крупного судна. Установка. Тут мы можем внести коррекцию в некоторые датчики в случае обнаружения погрешностей. Сброс настроек по умолчанию. И зачем-то еще одна вкладка «Включение-отключение работы сетевого сонара». Закладка «Топливо».
Эти настройки для тех, у кого мотор и топливный бак подключены к эхолоту по сети NMEA 2000. Настройка аварийных сигналов. Здесь устанавливаем реакцию зуммера на событие. Например, можно включить подачу аварийного сигнала на мелководье. Я ставлю глубину 1 метр, с моей лодочкой этого более чем достаточно. И сигнал о низком напряжении 11 вольт. Вкладка «Истории». Тут можно посмотреть, когда, что и почему пищало. В данном случае видим, что аппарат постоянно жалуется на отсутствие спутников. Беспроводное подключение. Если вы простой рыболов, то на Лоуренсе в этой закладке для вас ничего интересного нету. Просто выключите все, что только можно. Ну разве что оставьте Bluetooth, чтобы можно было видеть на экране сообщение телефона, с чего и начнем. Итак, заходим в сопряжение и находим свой смартфон. Разрешаем на телефоне все, что попросит. Теперь, если вам приходит СМС, то вы не только можете его увидеть, но и даже ответить на него с экрана эхолота. При поступлении звонка вы увидите его также на экране и уже не пропустите, особенно если он был важным. У эхолота имеется два модуля Wi-Fi. Один работает как точка доступа, другой нужен для подключения к устройствам типа роутера. Ну там для доступа в интернет, чтобы синхронизировать данные со своим аккаунтом у Лоуренса, чтобы обновлять прошивки. И вот тут я вам напомню, что у Лоуренса любовь к россиянам совсем не искренняя. Поэтому прошивку самостоятельно не меняйте ни в коем случае. А если вы не гражданин России и находитесь за пределами РФ, то интернет дает вам возможность подключения магазина, а также регистрацию и обновление платных карт. В нашем конкретном случае интернет не понадобится, а вот встроенной точкой доступа воспользуемся. Заходим в настройки точки, меняем имя сети на собственное уникальное, вводим свой пароль, а при необходимости можно сбросить все настройки к начальным заводским. Теперь устанавливаем на смартфон приложение Lowrance App. В настоящий момент вам также потребуется установка VPN. Затем заходим на сайт Lowrance, также через VPN, и создаем аккаунт, прикидываясь гражданином другой страны. После чего введите логин-пароль аккаунта в приложении. Теперь можно подключаться к эхолоту. Находим эхолот в разделе Wi-Fi телефона и подключаемся. Запускаем приложение Lowrance App, находим вкладку My Device и добавляем эхолот. Теперь вы можете мониторить и даже управлять эхолотом с мобильного устройства. Эхолот при этом спросит, легитимна ли ваша попытка управления. В разрешении удаленного управления вы увидите список дистанционных пользователей. В закладке «Расширенный» информация, необходимая для сетевого подключения и синхронизации устройств прошлых поколений, которые используют Wi-Fi вместо Ethernet. В разделе «Сети» имеется ряд настроек, которые необходимы для объединения головных устройств в сеть по кабелю Ethernet, а также сети NMEA 2000 и NMEA 0183 для подключения компаса, радара, автопилота и так далее. Иногда требуется калибровка, но эти нюансы мы рассмотрим в отдельных видео о подключении тех или иных конкретных устройств. А вообще эта закладка мало кому нужна, и еще меньше случаев, когда тут что-то меняет. Обычно все работает по умолчанию, поэтому пройдем мимо. Закладка суда. Тут можно внести ММСИ судна, идентификатор морской службы, для того, чтобы вы отслеживались. В режиме симуляции мы можем посмотреть расположение судов в этой системе до ближайшего 100 миль. По ходу для полноценной работы этой функции нужны какие-то дополнительные девайсы. Думаю, тому, кому это нужно, знает об этих настройках намного больше меня. Ничего больше вам подсказать не смогу. Теперь закладка имитации. Включает режим симуляции, который нам сейчас и понадобится. Прибор перегружается. Мы видим, что в режиме симуляции на домашней странице у нас появились дополнительные значки. То есть, если вы, допустим, подключите к эхолоту 3D-сонар, то появится соответствующая пиктограмма автоматически. То же самое касается радара, автопилота, мотора и актив-таргета. Слева мы наблюдаем закладки: настройка, пункты, сигналы, суда, информация, хранение, телефон и магазин. К некоторым мы позже вернемся. Итак, и сначала переходим в режим чирп. Справа панель настроек. Диапазон.
Тут выбирается глубина водяного столба, который вы намерены мониторить, в диапазоне от 2 до 300 метров. На мелководье, как правило, используется автоматически. Вкладка «Частота». Выбирается экспериментально, выбор зависит от прозрачности воды, от типа дна, от растительности, даже от температуры воды. Непосредственно на водоеме поищите подходящий режим, который дает наиболее максимальный результат сканирования. Чувствительность. Настраивайте на экране, насколько мелкие и твердые объекты вас интересуют, то есть уровень детализации. Имеется автоматическая настройка. Цветолиния. Настройка цветовой палитры отображения плотности объектов, то есть цветом отделяем сильные от более слабых отраженных звуковых сигналов. Подбирается индивидуально, кому как нравится. Заходим в расширенные. Устранение помех выбирается на водоеме при наличии помех от систем зажигания моторов, насосов, ну и так далее. В общем, это фильтр нежелательных сигналов. Частота поверхности. Подбирается чувствительность приема сигнала у поверхности. Дело в том, что фитопланктон, мусор и прочая муть нередко затрудняет прием. Если вы ловите на дне, то можно и вовсе отключить. Скорость эхограммы. Чем выше значение, тем больше подробностей мы получаем, так как за одну единицу времени на экране выводится больше информации от датчика. С другой стороны, не очень-то и удобно наблюдать за происходящим на экране ввиду того, что излишне растягивается изображение. Подбирайте для себя наиболее подходящую скорость, учитывая также скорость движения лодки. В идеале отображение рыбки будет в виде перевернутой галочки, так называемой дуги. Частота импульсов тоже подбирается в зависимости от скорости движения судна. К сожалению, в режиме имитации разницы мы не наблюдаем, но в реальных условиях вы ее заметите. Нажимаем «Больше опций». Остановка сканирования выключает датчик и останавливает программу. Окна. При необходимости можно выбирать отображение дополнительного окна с увеличением или с подробностями у дна. Также флешер. Применяется, как правило, для зимней подледной рыбалки. Палитра. В зависимости от времени суток, ну и кому какая больше нравится, можно выбрать удобную для себя палитру. Поиграйтесь. Наложение Downscale. Работает только в движении. Очень крутая фича. На одном экране вы видите показания сразу двух технологий, то есть чирпа и нижнего сканирования. Жаль, что для этого режима пока очень мало настроек. График температуры. Отображает температуру воды в верхних слоях. Линия глубины выводит на экран контуры дна. Удобно на водоемах с заиленным или сильно заросшим дном. Диапазон амплитуды в правую часть экрана выводит показания с датчиков без обработки. Очень удобен при ловле сома на квок. Предварительный просмотр выводит в верхнюю часть экрана эхограмму. При необходимости можно отмотать в нужное место. Очень удобная фича. Fish ID. Новички могут включить «Поиграться». Выводит на экран распознавание рыбы в виде картиночек. Можно подписать глубину, а также включить звуковой сигнал при обнаружении таковой. При настройках по умолчанию, кликая пальцем по экрану, автоматически выводится запись предварительного просмотра. И вы можете прокручивать содержимое эхограммы. Клавишами плюс и минус можно увеличивать или уменьшать изображение. Переходим к нижнему сканированию. Настройки очень схожи с настройками чирпа. Диапазон. Выбираем глубину мониторинга водяного столба от 2 до 100 метров или автоматический. Выбираем частоту в зависимости от водоема, загрязнение воды, типа дна, ну и так далее. Контраст вывода изображения на экран. В некоторых случаях помогает лучше разглядеть детали. Имеется 10 палитр. Выбираем по вкусу, а также в зависимости времени суток. Заходим в расширенный. Фильтр поверхности. Иногда на мелководье полезно отфильтровать верхний слой воды от мусора, фитопланктона и прочей фигни. Но не переборщите. Переходим во вкладку «Больше опций». Остановка работы датчика. Обнаружение рыбы. Это активация технологии Fish Reveal. Очень крутая штука, подсвечивает рыбку.
Ну и так же, как в Чирпе, настройка предварительного просмотра. Выводит в верхнюю часть экрана запись эхограммы для возможности перемотки. По умолчанию выводится при остановке сканирования пальцем по экрану, но имеется возможность как и вовсе отключить, так и включить постоянно. Кому как удобней. Теперь идем в боковое сканирование. Настроек тут не густо. Вы должны помнить, что как нижнее сканирование, так и боковое используется только во время движения судна. Диапазон устанавливает вывод на экран размер области сканирования. Дублируется экранными клавишами или кнопками плюс и минус. Имеется автоматический режим диапазона. Выбор частоты. Считается, что чем выше частота, тем детальнее изображение сканирования. Но необходимо помнить, что диапазон сканирования, то есть дистанция от лодки до конца бокового луча, резко сокращается. А также, чем выше частота, тем требовательнее система к прозрачности воды. Контраст подбирается непосредственно на водоеме, в том числе зависит от выбранной палитры, времени суток, а также прозрачности воды. Имеется и автоконтраст. Палитра выбирается по вкусу, по погоде и в зависимости от времени суток. Вкладка расширены. Фильтр поверхности позволяет почистить изображение от фитопланктона и прочих загрязнений воды. Но не переборщите, чтобы не отфильтровать рыбу в толще воды, особенно кормовую, если она вас интересует. Переключатель направления датчика выставляем в зависимости от того, как расположен датчик у вас в лодке. По направлению или обратно ходу движения судна. В режиме имитации переключения не происходит. Больше опций. Остановка работы датчика. Переключатель вывода на экран лучей. Сразу два, правый и левый. Или только один, правый или левый, позволяет увидеть больше подробностей при наблюдении за одним лучом. Также используется при подключении двух датчиков на аппаратах с такой возможностью. Например, когда два датчика расположены по обе стороны от мотора. Ну и отражение линии расстояний. А теперь давайте я покажу, как создать собственную эхограмму. Заходим в настройки, раздел «Эхолот», нажимаем «Запись эхограммы» или короткое нажатие на кнопку питания. Открывается быстрое меню, о котором я расскажу чуть ниже. И тут имеется кнопка записи эхограммы. Нажимаем и попадаем в настройки записи эхограммы. Тут устанавливаем собственное имя. В закладке «Формат» выбираем, какой именно датчик нужно записывать. Выбираем сонар и структурник. Выбираем носитель на карту памяти. Битрейт записи. Чем выше, тем больше деталей на изображении. Но и размер файла значительно крупнее. Создавать ли карту по структуре нам не нужно. И нижняя строчка — прогноз оставшегося времени записи на носителе. Записываем. Запись пошла. И на сканерах мы наблюдаем красные кружки, оповещающие вас о том, что идет запись. Пожалуй, достаточно. Останавливаем запись. Теперь мы можем посмотреть запись эхограммы. Настройки, эхолот, просмотр записи эхограммы. Находим свою эхограмму в списке, включаем. В боковой панели выбираем канал, например, боковое сканирование. В настройках подбираем контраст. Можно выбрать палитру и прочие настройки. Затем во вкладке «Контроль» проигрываем запись. Поиграйтесь. Хотя и в редких случаях, но может пригодиться. Кстати, запись эхограммы можно привязать к клавише быстрого доступа. Переходим к картам. У Лоренсов уже имеется предустановленная географическая карта мира, на которой отображены водоемы и даже с картами глубин. Но вот если мы перейдем на территорию России, то вы обнаружите, что тут все печально. Карты, собственно говоря, отсутствуют. К счастью, имеется возможность подключения карт. Как платных, так и бесплатных. Вот мы вставляем и посмотрите, что происходит. Вуаля! Появляются карты глубин. Они кем-то ранее записаны. По работе с картами на эхолотах Лоуренс я выпущу отдельный ролик, поэтому в этом выпуске пойдем дальше. В правой части домашней страницы мы видим предустановленные комбинации приборов.
Давайте поменяем вот эту. Нажимаем пальцем и удерживаем, пока не появится значок удаления и редактирования. Нажимаем редактирование и попадаем в редактор страницы. Мне хочется поменять вертикальное расположение бокового сканирования на горизонтальное. Так, сохраняем. Следующую также меняем на горизонтальное расположение и добавляем карту. Теперь у нас 3 окна. Горизонтальное боковое сканирование и 2 маленьких окна карта и чирп. Сохраняем. Ну, собственно, вы поняли, как это работает. А теперь давайте сохраним все наши настройки на карту памяти, чтобы вы могли перенести их на другой аппарат или сохранить просто так на всякий случай. Итак, вставляем флешку в гнездо microSD и переходим в раздел хранения в левой части домашней страницы. Тут мы видим все дисковые пространства системы, в данном случае одна флешка и внутренняя память эхолота. На аппаратах таких как HDS Live возможно установить сразу 2 SD-карты. Кстати, для работы с данным эхолотом выбирайте флешки не ниже, чем U3 10 класса, размером до 32 гигабайт. Итак, выбираем пункт базы данных. Аппарат предложит выбрать целевой носитель для копирования. Выбираем карту памяти. Русского тут нет, поэтому называем файл латиницей. Например, так. И наши настройки экспортированы на флешку. То же самое проделываем с пунктами и по аналогии с эхограммами, маршрутами, путями и так далее. И теперь давайте проверим. Удаляем флешку из эхолота, переходим в настройки, система и возвращаемся к начальным настройкам, удаляя все данные. Аппарат перегружается. Наблюдаем, что на домашней странице исчезли все наши настройки комбинации сканеров. Идем в настройки, единицы и наблюдаем мили, узлы и все такое. Вставляем флешку обратно. Переходим в хранение, выбираем карта памяти, выбираем наш файл с настройками и импортируем. Идет импорт данных, перезагрузка, и вот все наши настройки вернулись на место. Тоже проделываем и с файлами точек, маршрутов и так далее. Так, 3D Sonar, Active Target и прочий функционал мы обсудим с вами в отдельном выпуске, так как этими игрушками пользуются в основном уже матерые рыболовы. Да и ролик так прилично затянулся. А у нас осталась еще одна менюшка быстрого доступа. Она отражается при коротком нажатии на клавишу питания. В ней мы видим кнопку пассив, это переход в режим ожидания, так называемый спящий режим. Кнопку перехода в меню настройки, кнопку выключения питания, надеюсь, комментарии здесь не нужны, кнопку регулировки яркости, кнопка ночного режима, блокировка сенсора. В случае дождя или обильного конденсата от тумана имеет смысл отключить мультитач и перейти на клавишное управление. Далее, управление беспроводным функционалом. Настройка размеров окон в многооконном режиме. Нажимаем и регулируем на экране положение границ окошек. Наложение данных, выводимых на экран, показания о глубине, скорости, температура воды и так далее. Настройка вывода данных на экран. Какие именно данные отражать и с каких устройств. Можно также выбрать размер шрифта, рамку и заголовок. Эту настройку лучше проводить непосредственно на водоеме, когда к эхолоту подключены все датчики и устройства. Синхронизация данных с аккаунтом Lowrance и кнопка регистрации продукта. Но вы должны понять и простить. Далее, короткими нажатиями на кнопку питания можно регулировать яркость экрана. На этом, пожалуй, будем заканчивать. Не забываем подписываться, ставить лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Почему я так задрался? А? Почему я так задрался? Потому что это первый такой.